İclasda iştirak edən dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirdilər. Sonra MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirildi. Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kassym-Jomart Tokayev iclası açıq elan etdi. MDB İcra Komitəsinin sədri, icraçı katibi Sergey Lebedev gündəlikdə duran məsələlər barədə məlumat verdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iclasda çıxış etdi. Спасибо, уважаемый Кассым-Жомарт Кемелевич. Хотел бы проинформировать коллег в связи с ситуацией, которая складывается в нашем регионе. Коллеги хорошо знают, что в период оккупации армянскими вооруженными силами территории Азербайджана я никогда не выносил эту тему на обсуждение в рамках СНГ, поскольку темой урегулирования конфликта занималась Минская группа ОБСЕ, она имела мандат. К сожалению, на протяжении 28 лет результат Минской группы равен нулю. И как теперь видно, что главной целью этой структуры было не урегулирование конфликта, а его заморозка. И ведение переговоров только было лишь ширмой для того, чтобы этот конфликт не решался еще многие годы. Поэтому, поскольку конфликт урегулирован, и Азербайджан его урегулировал сам в соответствии с международным правом, Уставом ООН, в том числе статьей 51 Устава ООН, которая предполагает, что каждая страна имеет право на самооборону, конфликт считается урегулированным. Постконфликтная ситуация складывается по-разному, поэтому хотел бы проинформировать коллег в связи с тем, что происходило за последнее время. В сентябре, буквально месяц назад, произошли боестолкновения в районе Азербайджано-армянской границы. Причины этих боестолкновений очевидны. Террор по отношению к Азербайджану продолжается. В первую очередь минный террор и снайперский террор. После окончания Второй Карабахской войны более 250 граждан Азербайджана либо погибли, либо серьезно были изувечены в результате подрыва на минах, которые были заложены в основном период оккупации. Но в то же время нами было обнаружено 1400 противопехотных мин производства Армении, которые были заложены в 2021 году в районе границы с Лачинским районом. Также минировались и дороги, которые вели от одной азербайджанской военной позиции к другой. Боестолкновения длились, активно их было максимум 8 часов. Азербайджан не имел намерения оккупировать территорию Армении, как некоторые могут считать. Ни один город, ни одно село оккупировано не было. В результате посреднической деятельности российской стороны, я хотел бы отметить, что именно российская сторона вышла с предложением прекращения огня. Некоторые приписывают это другим странам, что является совершенно безосновательным. В результате посреднической деятельности российской стороны боестолкновения, как я уже сказал, были остановлены. 6 октября на полях новой платформы Европейского политического сообщества в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием президента Франции, президента Евросовета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. На встрече в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении, вблизи Азербайджано-армянской границы, миссии, гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек. Они будут находиться там минимум 2 месяца. И цель этой миссии, как мы ее видим, и поэтому мы дали на это согласие, помочь сторонам провести границу, определить вопросы, связанные с делимитацией. Была попытка отправить эту миссию и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута.
Поэтому миссия будет расположена на территории Армении в зоне ответственности ОДКБ. Вчера первая группа европейских представителей прибыла в Армению для того, чтобы определить дислокацию этой миссии. К сожалению, несмотря на то, что Азербайджан дал согласие на проведение 4-сторонней встречи, в том числе с участием президента Франции, хотя Франция никакого отношения к отношениям между Арменией и Азербайджаном не имеет, Франция, как сопредседатель Минской группы, да, она имела мандат на посредническую миссию, но поскольку Карабахский конфликт урегулирован, и в услугах Минской группы необходимости нет, тем более, что эти услуги, если можно так выразиться, были медвежьими услугами. Как я уже сказал, Минская группа не сделала ничего, ни 1 сантиметр нашей территории не был освобожден. Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому президенту участвовать в этой встрече. Что касается участия председателя Европейского совета, то, как вы знаете, уже несколько встреч было проведено трехсторонне в Брюсселе, и, в принципе, мы всегда поддерживали усилия Европейского Союза в деле нормализации азербайджано-армянских отношений. Так вот, несмотря на добрую волю, проявленную Азербайджаном, буквально через неделю после встречи в Праге президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. Они есть в печати, каждый может их увидеть. В этих заявлениях он обвинил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность. Азербайджан вел войну на своей международно признанной территории. Карабах признан всем миром как часть Азербайджана. И мы использовали право на самооборону и восстановили силой свою территориальную целостность. Далее было заявлено, что Франция никогда Армению не оставит, ну это, как говорится, вопрос двусторонних отношений, а также были высказаны достаточно тенденциозные заявления в адрес Российской Федерации, а именно, что Россия сыграла в азербайджанскую игру. Но насколько политически корректно президенту великой страны использовать дворовой лексикон, это пусть определяет французская общественность. Мы же со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности вот при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений. Помимо этого, министр иностранных дел Франции также выступила с лживыми антиазербайджанскими заявлениями. Сенат Франции и Нижняя палата их парламента во время Второй Карабахской войны приняли резолюции, признающие Нагорный Карабах, так называемый, хотя даже Армения его не признала. Нам известно, что в середине ноября готовится очередная антиазербайджанская резолюция в Сенате Франции. Таким образом, к сожалению, нынешнее французское руководство, в отличие от предыдущих, а я имел возможность общаться достаточно тесно и с президентом Шираком, и с президентом Саркози, и с президентом Оландом, и отношения были достаточно сбалансированными, достаточно дружественными, и мы всегда воспринимали деятельность предыдущих французских президентов, несмотря на, конечно, определенные факторы армянской диаспоры во Франции, как сбалансированные. Но нынешнее французское руководство по существу перечеркнуло все это, поэтому хотел бы вот проинформировать коллег об этой ситуации. Далее в Париже дважды атаковали посольство Азербайджана. Причем после первого нападения президент Франции в телефонном разговоре со мной обещал мне, что будут приняты меры для того, чтобы это не повторилось.
Но это оказалось, мягко говоря, неправдой. Охрана, которая была выставлена перед азербайджанским посольством после первого акта вандализма и попытки прорыва в здании посольства, была снята. Скорее всего, это было согласовано с армянской стороной. И как только охрана была снята, была вторая попытка прорыва. Были оскорбительные надписи, были толпы беснующихся радикалов, которые атаковали посольство Азербайджана. Это категорически недопустимо, и это нарушение всех дипломатических конвенций. Должен сказать, что также Арменией были устроены провокации против азербайджанского посольства в Ливане и против азербайджанского посольства в США. Кадры есть, и последний акт агрессии террора, это из огнестрельного оружия, был расстрелян автомобиль посольства Азербайджана в США. Мы призываем власти США, Франции, Ливана и всех других стран, в этих странах, где существуют азербайджанские дипломатические миссии, которые могут быть подвергнуты террору, проявить ответственность и выполнять свои международные обязательства. У нас нет никаких сомнений, что акты террора и вандализма были организованы Арменией. Почему я это говорю? Потому что в 90-е годы армянскими спецслужбами были осуществлены 32 террористических акта. Взрывы в метро, автобусах, на паромах, в поездах. В результате этих террористических актов погибло более 2000 мирных азербайджанцев. Что касается других аспектов постконфликтной ситуации, сейчас мы активно занимаемся восстановлением освобожденных территорий. Все раскушено, кадры, опубликованы, желающие может ознакомиться. На территории 10 тысяч квадратных километров не осталось практически ни одного целого здания. 65 мечетей уничтожены из 67. И кадры оскорбления мусульманских святынь, когда в мечетях держали свиней и коров, также доступны в интернете. Все это говорит о запредельной степени ненависти к азербайджанскому народу и ко всему мусульманскому миру. Только так это можно воспринимать. Еще один момент хотел бы отметить, что при последующей Российской Федерации в ноябре 2020 года была принята трехсторонняя декларация. Азербайджан все пункты декларации выполняет, в том числе обеспечивая беспрепятственный доступ из Армении в Карабах. Армения свою часть декларации не выполняет, а именно не предоставляет беспрепятственного доступа из основной части Азербайджана на Ливанскую автономную республику, что является ее юридическим обязательством, а также до сих пор не вывела армянские вооруженные силы с азербайджанской территории. Мы пока проявляем терпение, но оно тоже не безгранично. И если эти два важных пункта трехстороннего заявления ноября 2020 года не будут выполнены, у нас не останется никакого другого выбора, как действовать адекватно. И в заключение о судьбе армян Карабаха. На встрече в Праге также было мнение на этот вопрос. Наша позиция, она ясна, четкая. Карабах – это Азербайджан. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы ни с одной страной не собираемся обсуждать свои внутренние вопросы. И, насколько я понял по итогам встречи в Праге, эта тема не вызывала никаких разночтений между всеми участниками четырехсторонней встречи. Спасибо за внимание. Я считал необходимым проинформировать коллег в связи с тем, что происходило, поскольку циркулируют разные версии произошедшего. Хотел бы, чтобы вы слышали от меня нашу версию и единственно верную версию. Спасибо.
Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдаровлу. Sonra MDB Dövlət Başçılar Şurasının iclası işini geniş tərkibdə davam etdirdi. İclasda çıxış edən MDB İcra Komitəsinin sədri, icraçı katibi Sergey Lebedev, MDB Dövlət Başçılar Şurasının sədrliyinin Qırğızstana keçdiyini bildirdi. Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Mir Teleradio Şurasının sədri Radik Batırişini MDB-nin diplomu ilə təltif etdi. İclasda MDB-nin icraçı katibi vəzifəsinin ad dəyişdiriləri baş katib adlandırıldı. MDB İcra Komitəsinin sədri, icraçı katibi Sergey Lebedev baş katib vəzifəsinə seçildi. Daha sonra sənədlər imzalandı.